Та самая, которую ты ждешь. Кто же это? Давай посмотрим вместе. Новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Немножко подохриплая что-то, хоть бы не приболеть. Настраивайтесь на расклад, мои хорошие. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Что я могу сказать, мои хорошие? Ну, у меня в основном, конечно же, смотрят мужчины, которые, ну, как сказать, я не могу сказать, что вы прям такие одинокие, в отшельниках, нет. Но как-то одиночество вас все больше сопровождает. Вы можете общаться, у вас может быть очень большой круг друзей, знакомых, там, то есть у вас движуха, в принципе, может быть. Но в душе как-то очень-очень одиноко-одиноко. По той простой причине, что ту жизнь, которая когда-то вас вдохновляла, когда были события, которые приносили вам радость, они остались где-то там позади. И неважно, в общем-то, недавно это у вас произошло, либо же давно, поскольку это общий расклад, да. Но вот как-то после ваших перемен в личной жизни очень поменялось вообще и качество вашей жизни. Я не скажу, что вы прям убиваетесь, страдаете, но все больше чувствуете себя одиноким. Одиночество в толпе – это очень такое неприятное ощущение, когда у вас, в общем-то, по жизни была любимая женщина, от которой вы по какой-то причине, да, вот кто-то сам отказался, да, поскольку было предательство, измена и так далее. У кого-то проиграется, что, возможно, женщина ушла, да. Поэтому вот как-то поменялось все очень и очень сильно, поменялось кардинально. Но вот после этих перемен у вас как будто открылось, ну, я не скажу, что прям открылись такие супер знания, но, возможно, после такой вот эмоциональной стряски, я думаю, многие из вас почувствовали в себе именно какую-то то ли магическую силу, то ли силу мысли, силу слова, да, у каждого это по-разному. Давайте сделаем маленький опрос. Напишите, пожалуйста, вот реально после вот такой стряски в личной жизни у вас действительно появились какие-то, может быть, ощущения, да, вот, либо же вы четко почувствовали, вот, что есть какие-то способности у вас, да. Ваша жизнь – это совсем не открытая книга, которую вы читаете, да. Вы вообще человек, который окутан, так знаете, ну, то ли тайнами. Вот ваша жизнь полна тайн. И я вам скажу, что вы сами много чего не знаете, вот то, что происходит вокруг вас. Это связано и с женщиной, у кого-то это может быть связано с детьми, да. Это та ситуация, когда вот либо же женщина, ну, преподнесла, что это ваш ребенок, у кого-то может проиграться. У кого-то может проиграться еще какие-то вот тайны от вас, причем тайны у близких людей. Напишите, ребят, кто об этом знает, либо догадывается. Вот какую-то информацию, возможно, от вас скрывали. Возможно, вы недавно начали узнавать какие-то вещи, и у вас открылись просто глаза на все это. Вы такой человек, который не терпит ножа в спину однозначно. А для вас нож в спину – это то самое предательство, измена, это плевок в душу. И я вот абсолютно уверена, да, то, что я вижу по картам, вы можете настолько взять свою волю в руки, если того потребует ситуация, и уйти даже от любимой женщины, если та будет, ну, либо же предательницей, да, либо же еще вы какой-то подвох узнаете, либо учуете. Поэтому вы настолько такой сильный человек, который может уйти любя. И среди вас есть такие, кто уходит любя. Я не скажу, что вы бросаетесь прям в омут с головой в новые отношения. Знаете, я бы сделала акцент на том, что вы, возможно, даже не видите, многие из вас могут не видеть даже, ну, как много женщин вокруг,
но у кого-то больше, у кого-то меньше, понятное дело, которые хотели бы с вами, может быть, отношений. Вы не всегда обращаете внимание на какие-то знаки от женщин, да, на те же улыбочки, флирт и так далее. Ну, те, кому сейчас плохо, я даже не берусь об этом даже говорить, потому что когда человеку плохо, то здесь уже ни до отношений, ни до чего. Кому-то из вас сейчас реально очень и очень плохо во всех смыслах этого слова. Может даже проиграться, что вы вот либо сейчас переживаете, либо вот раньше вот переживали такой не очень приятный тандем. Это предательство и от любимой женщины, плюс проблемы по финансам. Поэтому это вас абсолютно могло выбить из колеи. Вы человек, опять-таки, семейный. Кто меня смотрит уже, в общем-то, давненько, да, вот вы заметили, что очень часто в сигнификации у нас выпадает то, что вы люди у меня семейные. То есть это не съезд гуляк, да, не слет гуляк у меня на канале. Это люди, которым хочется любви, которым хочется быть вместе, которым достаточно, ну, просто одной любимой женщины и больше ничего не надо. Любимой и любящей, если быть совсем точной. Напишите, ребят, права я или нет. Ну, давайте-ка, боже, что-то я совсем охрипла, капец. Та самая, которую вы ждете. Кто же это, да? Ждать-то вы ждете, но как-то вот все больше с опаской. Даже кому-то из вас предлагают, вот может быть друзья, либо же коллеги, может быть родственники, могут предлагать, вот давай познакомим, есть там достойная женщина, либо же вы как-то вот обсуждаете, ну, в таких тесных кругах, да, может быть, где-то за рюмочкой чая, может быть, когда вот такие теплые посиделки, могут быть предложения. Но вы не сторонник вот этого вот сводничества. Вы хотите сами выбирать душой и сердцем, поскольку вы человек, который очень тщательно относится к выбору женщин. На вашем пути встретится женщина, которая, ну, она, знаете, она реально подберет ключик к вашему сердцу, поскольку я вижу, что среди вас есть даже те, которые, ну, может быть, такие вот закаленные в боях, я обычно называю таких мужчин, которые могут быть и вспыльчивые, которые могут быть и такие, может быть, холодноватые. Но опять же, это идет все из прошлого. Но женщина попытается растопить ваше сердце, и она это сделает, в принципе, успешно. Она настолько вот тонкий, деликатный человек, настолько будет очень осторожно входить в вашу жизнь. У вас такое будет, знаете, взаимное притяжение. Это будет такой тандем двух одиноких сердец. Хотя у кого-то из вас может даже проиграться, что вы будете поначалу с ней общаться, ну, чисто так, знаете, как с приятельницей воспринимать ее. Но, тем не менее, вот она именно своим отношением, своей такой тактичностью, своей деликатностью, какой-то заботой, нежностью, лаской, она вам докажет, что ей можно верить, что ей можно открыть сердце навстречу, и что, в общем-то, она человечек, ну, которого вы реально искали, но это вы поймете только спустя какое-то время, когда с ней будете уже более тесно общаться. Эта женщина может быть, ну, такая ближе, ну, либо же светловолосая, либо же, ну, такая русая, да, то есть она не шатенка, не брюнетка, скорее к светлым тонам. Могут волосы быть, ну, такие довольно длинные, то есть, ну, ниже среднего. Я не скажу, что вот у нее такая вычурная внешность, нет. Да, есть какая-то такая милота, есть симпатия какая-то в ней. Она стройная, она подтянутая, она ухоженная, очень аккуратная. Женщина, которая любит порядок и в доме, и в душе, в сердце, везде. Она очень долго, какое-то время наводила порядки, потому что была ситуация, но я сильно не буду углубляться, так, буквально в двух словах.
была ситуация, когда ее добротой когда-то воспользовались очень сильно. Это была очень некрасивая такая ситуация, мы не будем сейчас вникать, я думаю, она сама вам потом расскажет. Поэтому это человечек, с которой, да, эта женщина у нас, с которой будет очень легко, очень комфортно. Но опять же, будут опасения, плюс сюда еще можно отнести опасения у кого-то из вас, что по финансам, вот как-то комплексы именно по финансам. Это может быть какие-то застойные моменты вот именно в финансовом плане на момент знакомства. Еще из-за этого вы можете немножечко стопорить сближение. Плюс могут быть вот эти вот ваши нотки подозрительности, да, вот которые есть у многих из вас. То, что у вас будут такие очень теплые, очень близкие отношения, которые, возможно, начнутся, ну, как действительно, вот как хорошие теплые друзья, хотя вы очень, очень сильно, в общем-то, понравитесь друг другу. Но, как я уже говорила, да что ж такое, ребят, простите, ну, совсем что-то горло хрипит, хоть бы вообще не слечь. То есть это женщина, которая настолько затмит, вот особенно ваших, либо же прежних женщин, если у вас было там несколько браков, может быть, либо же даже вот если одна была, ну вот она была у вас какая-то вот как бы снежная королева. Это будет, ну, такая теплая-теплая во всех смыслах этого слова. У кого-то из вас появятся мысли, как я раньше жил с такой женщиной, да, потому что когда-то вы считали, что вот вы безумно влюблены, но на самом деле вы будете прозревать. Все познается в сравнении, и это 100%. Будут, между прочим, у вас какие-то не очень хорошие, сейчас я уточню, посылы от бывшей. Будьте осторожны, особенно если с бывшей вы каким-то образом контактируете. Может быть, вы недалеко живете, либо в одном городе. То есть вы знаете, что вы можете пересечься. Вы знаете, что, допустим, она может какие-то палки в колеса ставить, вплоть до того, что есть общие там друзья, либо знакомые, которые могут ей все рассказать, донести о вашей жизни. И у вас есть среди ваших вот, друзей-приятелей люди, либо же один человек, который каким-то образом докладывает, вот бывший, как вы живете, что у вас, как у вас, и ваша бывшая очень не хочет, чтобы вы были счастливы. Поэтому я делаю акцент именно на этом, очень осторожно, никому не рассказывать, счастье любит тишину. Особенно попервах, да, вот когда вы познакомитесь с этой новой потрясающей женщиной, никому пока не говорите, хоть, я не знаю, несколько месяцев, может быть, чтобы это не дошло до бывшей. Дама непростая, дама вплоть до того, что будет ходить колдовать кому-то, делать разные пакости, только бы вы были один, только бы у вас были какие-то проблемы, понимаете? Поэтому я не советую никоим образом с ней пересекаться. Вот включайте дурачка, вот даже карты советуют, включайте дурачка. Никого нет, ничего не знаю, да, вот один-одинешенек, бедный, несчастный. Тем более, если вы, допустим, подозреваете, что есть человек, если вы четко знаете, кто может ей донести, вообще морозьтесь как угодно, лапшу вешайте там, только не выдавайте эту женщину. Очень быстро как-то вы примете решение, возможно, даже жить вместе с этой дамой. Причем это будет такое взаимное, хорошо обдуманное решение. Вот когда вы будете сближаться с ней, вы будете все больше общаться и будете все больше понимать, что, ну, насколько вам тяжело в разлуке, да? Ну, к примеру, там даже вот вы, ну, провели там ночь, день, там неделю вместе, а потом-то каждому к себе домой нужно. И вы будете понимать, что, ну, не хочется расставаться. Вот не хочется уходить. И поэтому очень как-то, ну, быстро это все будет приниматься, это решение. Оба вы обдумаете, оба, может быть, даже будут какие-то рассуждения, как мы будем жить дальше, да.
кто за что отвечает, там, по поводу финансов, бюджета. Ну, то есть такие вот бытовые вопросы, у каждого они свои. Может быть, даже вы решите вместе то ли ремонт там какой-то легкий, может быть, косметический сделать, еще что-то. То есть у вас идет новая жизнь. Эта женщина та самая, вот которую вы давно ждете, может быть, кто-то. Хоть вам и одиноко, может быть, сейчас, но о которой вы мечтаете. Потому что в глубине души у каждого человека есть тот маленький лучик надежды, правда? Каждому хочется, ну, хотя бы где-то там в мечтах, хочется встретить свою половинку, да? Хочется любить и быть любимым. Хочется, чтобы тебе хотелось возвращаться домой, да, и не хотелось уходить. С такой женщиной вы это все, в общем-то, получите. Такую женщину нужно беречь, ценить, холить и лелеять. Она очень развитая. Она, помимо того, что она классная такая, как хозяйка, она очень интересная. У нее есть какие-то даже увлечения, вот могут быть, ну то ли это рукоделие, ну что-то такое вот очень полезное, тоже шитье, допустим, да, когда она сама может, в принципе, не ходя в магазин, пошить хоть платье, там брюки, пальто, все что угодно. Это, в общем-то, и полезно, да, меньше денег, может быть, тратится. Это женщина, которая никогда не предаст, потому что в общем-то, в ее жизни уже были непростые моменты, мы не будем в это углубляться, она вам все сама это расскажет. Но то, что у вас у обоих серьезный подход будет и к вашим отношениям, и к вашему дальнейшему проживанию, и вообще к вашей новой будущей жизни. Знаете, вот вы с ней будете даже вот как-то то ли садиться и вплоть до того, что вот разговаривать, вы будете с ней решать, как и что делать дальше, вот в какой-то ситуации, да, что, может быть, покупать, ну, такое полезное, важное, да, вот не по мелочевке, а что-то, ну, глобальное, вы будете советоваться, вы будете разговаривать. Давненько я не помню по раскладам, чтобы выпадала вот именно такая женщина, с которой можно спокойно разговаривать здесь и сейчас, которая не будет устраивать истерик, которая не будет устраивать скандалов, а просто вот она сядет с вами и поговорит. Да, вот давай вот это сделаем, а может быть давай это, а так лучше, а как лучше. Понимаете? Это потрясающий человечек, о котором, в общем-то, я думаю, многие мужчины мечтают. Дай Бог, чтобы у каждого из вас появилась поскорее такая женщина. Я искренне вам всем желаю встретить свою родную, любимую женщину, чтобы, наконец, ваши глаза засияли от счастья, а вот этот вот период одиночества в толпе, чтобы он, наконец, исчезнул, как кошмарный сон. Я вам всем этого искренне желаю. Ну, а кому понравился этот расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!